Вы думаете, что знаете BTS? Миллионы фанатов знают, что они любят. Но есть вещи, которые буквально выводят каждого из участников из себя. Одни панически боятся обычных пауков, другие терпеть не могут определенную еду, а кто-то способен всерьез расстроиться из-за одной единственной фразы. Некоторые из этих фактов настолько неожиданные, что в них сложно поверить. Давайте узнаем, что на самом деле ненавидят участники BTS и почему эти привычки так удивляют даже армию. Поехали! RM. Начнем с лидера группы. Ким Намджун – человек с высоким коэффициентом интеллекта и глубоким мышлением, но у него есть целый список вещей, которые он искренне терпеть не может. Во-первых, это морепродукты. Не смущайтесь тем, что Намджун любит искать маленьких крабиков на побережье, это его любимое хобби. Но вот есть рыбу, моллюсков и особенно сырые морепродукты он категорически отказывается. Единственное исключение – кальмары и иногда лосось. Во-вторых, Намджун ненавидит мятный шоколад, для него этот вкус напоминает обычную зубную пасту. Также его ужасно раздражает собственная рассеянность, он постоянно теряет наушники, ключи и паспорта. Однажды он потерял 30 пар беспроводных наушников. Наконец, лидер BTS не любит хаос во время работы и шумные помещения. Если перебить его ход мысли, Намджуну понадобится немало времени, чтобы вернуть вдохновение. Джин. Самый старший участник BTS, всемирный красавчик Сокджин, кажется очень легким в общении, но и у него есть свои жесткие границы. Самый большой страх Джина – это насекомые и жуки. Если в комнате появляется даже один маленький паук, крик Джина услышат абсолютно все соседи. Также он панически боится привидений, ужастиков и резких пугающих звуков. В быту Джин ненавидит, когда кто-то берет его еду без разрешения. Он страстный любитель покушать и ведущий шоу «Ешь Джин», поэтому посягательство на его порцию – это почти преступление. Еще одна вещь, которая выводит его из себя, это игнорирование его фирменных шуток. Если после его очередного анекдота в комнате повисает тишина, Джин начинает наигранно возмущаться. Наконец, он терпеть не может слишком долгие и изнуряющие репетиции без перерывов на отдых. Шуга. Мин Юнги известен своей любовью к тишине и покою, поэтому список его главных раздражителей вполне предсказуем. Главное правило для всех, кто находится рядом с Шугой, никогда не будить его без веской причины. Юнги органически ненавидит, когда прерывают его драгоценный сон или восстановительный отдых. Он терпеть не может шумные, переполненные людьми места вне сцены, а также душную и жаркую погоду. Юнги не любит лишнюю физическую активность в выходные дни, его идеальный день проходит в студии за написанием музыки или в постели. Также Шугу раздражают неискренние люди, лицемеры и те, кто много обещает, но ничего не делает. На съемках он не переносит бытовой хаос и громкие споры по пустякам. Если младшие участники начинают слишком сильно шуметь, Юнги быстро включает режим строгого кота и требует соблюдать порядок. J-Hope. Главное солнышко группы, J-Hope, на сцене излучает невероятную уверенность и драйв. Но в реальной жизни Хосок – самый пугливый участник BTS, и он искренне ненавидит все, что вызывает у него страх. В этот список входят американские горки, экстрим, высота, насекомые, змеи и комнаты страха. Поездка на опасном аттракционе для Хосока – это настоящее эмоциональное испытание. В повседневной жизни и на работе J-Hope – абсолютный перфекционист. Как главный танцор группы, он сильно не любит беспорядок в хореографии, грязные тренировочные залы и когда кто-то из парней несерьезно относится к прогону танца. В такие моменты его улыбка мгновенно исчезает. Кроме того, Хосок не любит имбирь в еде и терпеть не может случайно ударяться головой или локтями о низкие предметы, это быстро выбивает его из колеи. Чимин. Пак Чимин обладает очень мягким и чутким характером, но и у него есть вещи, которые вызывают сильный дискомфорт. Во-первых, Чимин искренне ненавидит одиночество. Ему жизненно необходимо находиться в окружении друзей, общаться и чувствовать поддержку. Длительная изоляция быстро делает его подавленным. В
плане еды Чимин плохо переносит слишком острую пищу, в отличие от других парней, его допуск к острым специям минимален. Также он не любит горький черный кофе и всегда выбирает более сладкие напитки. В отношениях с людьми Чимина раздражает несправедливость и когда его обвиняют в том, чего он не делал. Еще одна деталь из прошлого. Раньше Чимин не любил шутки участников про его невысокий рост и пухлые пальчики, хотя со временем научился относиться к этому с юмором. И, конечно, как перфекционист, он ненавидит фальшивить на выступлениях. Ви. Ким Тэ-хён – артистичная и утонченная натура, но его вкусы в еде и быту бывают весьма категоричными. Главное, что органически не переносит Тэ-хён – это горький кофе. Он абсолютно не понимает любви людей к американо и отдает предпочтение горячему шоколаду или газировке. В еде он также избегает фасоли и слишком горячих блюд. Тэ-хён плохо переносит жару и духоту, ему гораздо комфортнее в прохладную погоду. В гардеробе он ненавидит обтягивающую, сковывающую движение или неудобную одежду, предпочитая свободный оверсайз-стиль и комфортную обувь. Что касается человеческих отношений, Тэ-хён не переносит двуличие, обман и когда люди не сдерживают свои обещания. Ему тяжело дается эмоциональная холодность со стороны близких, так как сам он привык отдавать тепло и искренность без остатка. Чингук. Младший участник группы, Чон Чингук, абсолютный максималист во всем, и его главная бытовая антипатия – это проигрыши. Чингук органически ненавидит уступать в чем-либо, будь то спортивное соревнование, видеоигра или простой шуточный челлендж. Когда он проигрывает, на его лице сразу видна искренняя досада. Также Чингук сильно не любит, когда без спроса берут его личные вещи или одежду. Известный факт из прошлого. Чингук раньше терпеть не мог, когда фанатки, которые младше него, называли его словом «оппа». В корейской культуре это ласковое обращение девушек к старшему брату, другу или парню. Но 16-летнего Чингука смущало, когда так к нему обращались даже поклонницы старше его по возрасту. В учебе Чингук всегда шутливо отмечал свою нелюбовь к математике и сухой теории, предпочитая спорт. Наконец, он не переносит фальшь и отсутствие страсти в работе, если делать что-то, то только на 100%. Наше видео подошло к концу. Как видите, за статусом мировых звезд скрываются обычные парни со своими простыми человеческими привычками и пунктиками. Именно эти детали делают участников BTS такими настоящими и близкими для каждого из нас.